Привет, народ! Я Тердес, и я не слилась с Инктобера на этой неделе. На самом деле, есть причина такой радости, поскольку, я была просто, не знаю, на волоске от слива на этой неделе, потому что на меня навалилась куча работы, и нет, я не тот человек, который просто будет лежать целый день на диване, и потом ныть из-за того, что у него нету времени, и всякое такое. Я реально просто впахиваю, не знаю, каждую минуту каждого дня, как вол просто пошу, но у меня все равно ни хрена не хватает времени на что-либо. Почему? Судьбинушка у меня такая, вот такой вот я человек, что ж поделать. Победитель, просто по жизни. Тем не менее, я собрала всю свою волю, желание, не знаю, скорость в кулак и закончила все эти 7 рисунков на эту неделю, поэтому сегодня я вам их покажу, однако должна сразу предупредить, что большинство из них будет просто очень-очень-очень халтурные. Что ж поделать. Фактически они хотя бы есть, и я не слилась, так что I'm still in. Началась моя вторая неделя Инктобера вот с такого вот Вальтера. И он горит в огне. Ахтунг, сейчас будет песня Аскинов. Да, на самом деле эту песню мне предложил YouTube. Я обожаю YouTube за то, что он предлагает мне такие песни. Вообще, из этой песни я узнала, что как бы к Аскинам вернулся Дэнни. И я такая типа, вау, я как всегда узнаю все новости первой. Тут я пыталась такое прикольное освещение. Снизу. Вообще, это мой первый опыт такого освещения с тушью и один из немногих опытов такого освещения вообще в каких-либо материалах, поэтому я считаю, что и так нормально. Типа, огонь хотя бы мне нравится там где-то сзади. Только, как по мне, здесь есть одна проблема, это в том, что исчез объем, и он какой-то слишком плоский, этот рисунок, и я такая, типа, ой, и так сойдет, короче, все супер. На следующий день я нарисовала Яну из Бисобоя. Вообще, тут такой прикол, что когда начался новый ран Бисобоя, я такая смотрю на Яну и, ну что такое? Ну мне ж не нравится этот образ ее новый. И как бы прикол не в том, что мне не нравится именно образ. Вообще, я очень люблю такую одежду, такой стиль, это как бы в моем вкусе. Мне именно не нравилось, не знаю, что мне не нравилось. У меня просто, наверное, возник синдром утенка, как всегда, короче. Я тут дофига великий критик. Но потом я как бы начала читать, и постепенно я втянулась, и теперь такая, ну да, в принципе, даже ничего такое у нее новый, типа, лук. Единственное, от чего меня до сих пор немножко воротит, это от ее, типа, разных штанин. Но это уже такое имха. Вообще, она должна была облокачиваться об окно, и в стекле должно было ее такое отражение быть, такой темный силуэт, но в итоге я оставила просто глазки Балора, потому что я могу. Потому что я не могу, точнее. Мне было очень сложно рисовать это все окно, я такая, лучше я нарисую здесь просто щупальца Балора. Щупальца Балора, лучшее, что можно придумать, дабы избежать рисования фона. А еще вы только посмотрите на вот эту вот кульную татушку, которую я нарисовала. Это верх моего мастерства, абстракционизма и всего остального. И да, я написала Инктобер 2017 у нее на майке, потому что у нее на майке тоже дофига какой-то трудный принт, и я такая, ой, короче, будет Инктобер написан. Я мастер избегания проблем. Третий рисуночек. И вы сейчас такие, типа, Ангелина, в чем проблема? Это цветное что-то, это не Инктобер. А я вам такая... Пум. Да, я нарисовала лайновский Инктобер, а потом его покрасила, потому что в правилах не запрещено, понятно? Все, мое дело, что хочу, то и делаю с своими рисунками. Изначально я это все покрасила маркерами, а потом я решила углубить цвет карандашами. И у меня просто люто бомбило, я не знаю, я очень жалею людей, которые подписаны на мой инстаграм, потому что им нужно слушать мои бомбежки постоянно. Потому что у меня были карандаши, короче, сашаны какие-то, не знаю, за $1, наверное, может даже за меньше. Их вообще не было видно, они вообще не рисовали по маркерам. Они, по бумаге обычно и с трудом рисовали, а что уже говорить про маркеры и все остальное. И, короче, у меня дико пригорело, как я уже сказала. И я побежала в магазин новый, купила себе новые какие-то карандаши, отдала за них, не знаю, $6, наверное. Но в итоге осталась довольна, потому что они хотя бы рисуют по маркерам. Я не знаю, ли вам там видно, я надеюсь, что да. И тут прикол в том, что это как бы персонажки Анжика, это Нейтан и Анж, а это мои дауны, это, короче, Элли и Вальтер. Я думаю, что все их знают уже, кто сидит на моем канале, потому что я кроме них никого не рисую. Все мои рисунки — это летающие бошки моих осов. Обожаю, я просто чемпион по рисованию летающих бошек-осов. Особенно Эльза. И суть в том, что мало кто знает, но у Вальтера на самом деле очень приятный, как бы очень мелодичный голос. Только он грёбаное сыкло, и он не хочет петь. У Эли всегда с этого бомбит, а я вечно с этого ржу. Автор-дебил, такие же и осы. А Элли, она там иногда трынкает на гитаре. Ее там никто не учил, она там сама что-то пытается. Типа как
не знаю, выучила «Белый снег», уже решила, что она играет на гитаре. И тут пришел Нейтан, а как мне говорила Анж, Нейтан, он типа тоже очень круто поет и играет на гитарке. И он там взял гитарку и начал играть, и Валь такой типа, да, конечно, ты играешь уж явно получше, чем Элли. А Элли такая сзади, блин, ну ты паскуда, Вальтер. Я тут ради тебя стараюсь, вообще-то на гитаре играю, вот ты вообще ничего не ценишь. Типичная ситуация из жизни моих персонажей, что я могу сказать. Едем дальше. И как вы уже заметили, мой обзор называется... Я еще не знаю, как он будет называться, но там в названиях точно будут андеды. А это все потому, что подавляющее большинство рисунков с этой недели Инктобера нарисовано под песню андедов. На самом деле, я очень большая фанатка этой группы, и у меня сейчас происходит обострение фангерлинга из-за того, что у них там новый альбом типа выпускается, и я переслушиваю все их старые песни, и слушаю новые. Они очень крутые, к слову. Если кто не слушал, то идите послушайте, настоятельно рекомендую. И, в общем, эта вот штучка была нарисована под песню How We Roll. По-моему, он так называется. Она здесь где-нибудь будет играть, 100%. Я ее вставлю. Хотя это видео 100% заблочат опять из-за музыки какой-нибудь, но, блин, что ж поделать. И тут слова из этой песни такие, типа Hold your own, don't show no fear, you're gonna lose your soul out here. Да, короче, ребят, открою вам секрет. Меня 2 раза выгоняли с хора. Причем с такого хора, с которого априори никого никогда не выгоняют. Так что вы там не поражайтесь моим способностям в пении. Что мне здесь особенно нравится, это, короче, как получилась рожа Вальтера, потому что я наконец-то... Мне кажется, что я наконец-то научилась рисовать канонные рожи Вальтера. Спустя, 7 лет. Вообще, на самом деле, открою завесу тайны. Вальтер — это мой самый-самый первый персонаж. Я его создала еще раньше, чем Элли. Короче, это было, не знаю, когда там лет 10, наверное, назад. И вот спустя 10 лет я наконец-то научилась рисовать канонную его рожу. Скорость. Так, ладно, пошла халтура. Не осуждайте меня, у меня сейчас очень-очень много дел. Это мы там с Бро готовим выставку. На мне висит эта выставка, на мне висят анимации всякие, на мне висят занятия на пары, на мне висит Инктобер, на мне висят обзоры. Короче, я человек неуспевайчик. Господи, что я несу? Ладно, неважно. И это, 12-й день, это вот 13-й день. И тут Вальтер такой, типа, под песню Undead'ов. Кстати, весь этот листик был нарисован под одну песню. Это, типа, This Is. Она тоже тут где-нибудь будет играть, так что не волнуйтесь. Вы ее узнаете, если вы ее знаете. И тут типа такое forget what you are, forget what you feel, stand apart but fall together. А тут everybody's got this disease. И fuck the fame, fuck the sorrow, live today, never tomorrow. Пою как могу, ребята, блин. И да, как я уже сказала, мне нравится рожа Вальтера, которую я наконец-то могу рисовать. И обожаю рисовать Элизен лупоглазые такие здоровые глазищи, потому что, я знаю, что это как-то дико смотрится, но мне нравится, так что главное, чтобы мне нравилось. Тут у нас последний рисуночек на Инктобер с этой недели. И эта штука тоже была нарисована под песню Undead'ов. Такой, я не помню какую, но я ее сюда точно вставлю. Вот тут слова, кстати, с этой песни. Я вставила их в дым, я не знаю, или вы там что-то видите. Но потом я решила их не обводить, потому что это бы испортило композу. И мне было лень немножко. Live Forever, по-моему. Но я не уверена. Тут у нас Элизен с Вальтером. Как оригинально, господи. Кстати, изначально я должна была тоже их покрасить полностью. Была такой задумкой. В смысле силуэта Элизен и Вальтера. Но потом я нарисовала все это в ЧБ и решила оставить, потому что мне понравилось, как это выглядит. Так что вот такие вот дела. И тут у нас бонусный рисик с Дэнни из Undead'ов тоже с маской. Потому что я подумала, что это слишком халтурная какая-то неделя. И что нужно еще что-то рисовать. И поэтому я дорисовала Дэнни. Я хотела, кстати, покрасить еще золотом его маску, чтобы было типа так прям канонно. Но я не смогла. Я такая... это все равно бонусный рисунок, так что норм.
Извиняюсь, ребята, видео с прощанием слетело, а переснимать у меня уже нету ни возможности, ни времени. Поэтому посмотрите, какие шикарные кадры осени я сняла недавно на днях. Я, если честно, хочу вот такие вот маленькие видюшки, которые я сняла на улице, слепить в один большой ролик и потом загрузить его, возможно, на YouTube, но я еще не уверена. Ладно, не об этом сейчас. Спасибо большое, что посмотрели это видео, и я очень надеюсь, что эти рисунки вам хоть как-то понравились, поскольку, если честно, я, не знаю, больше половины всего этого я нарисовала за один день, буквально, вот потому что я конкретно просто сливалась, но не суть. Я очень надеюсь, что мы увидимся с вами через неделю, хотя гарантии дать не могу, поскольку, ну, сами понимаете, я уже объясняла, я уже, наверное, на протяжении всего этого ролика объясняю, но ладно. В общем, еще раз спасибо большое за просмотр и всем пока. Я надеюсь, что до следующей недели.